Ну привет, не ждали? Вот и наступил 2020 год, и на моем канале начинается новый сезон ништяков. И стартуем мы в него с этого видео. Погнали! Ну, наверное, только ленивый не заценил уже прошлогоднего Мандалорца. Если ты один из таких, то вали нахер от седова. Тут таким не рады. Шутка. Просто это реально крутой и атмосферный сериальчик вышел. Ну и ясен хрен, он меня зацепил. И поэтому я решил, во-первых, конечно же, сделать шлем Мандалорца, про что, собственно, этот видос. И, во-вторых, сделать полный его костюм со всеми причиндалами вроде оружия и брони. И в нем отправиться на Эпикон в Москве в конце мая. О этапах постройки я буду рапортовать в инсте и ВКшной группе. Ну и видосы пилить, конечно. Ну а теперь к делу. Сначала открываю во Fusion шлемак, который я моделил в новогодние праздники. Да-да, я не бухал как многие, а работал. Шлем я уже разделил на детали для удобной печати. Выделяем нужную нам деталь и сохраняем ее в формате STL. Далее в Repeater Host открываем эту сохраненную деталь и крутим ее так, чтобы встала на нужную нам грань. Слайсим. Будет печататься примерно 2 часа. Смотрим, не вылезли ли какие-нибудь артефакты. Заполнение стоит 8%, чтобы деталь не треснула в процессе печати и не разошлась по слоям. Сохраняем полученный G-код на карту памяти. Заодно сразу сделаю зеркальную деталь. Дальше все то же самое. Все эти извращения с нарезкой, печатью без поддержек и так далее для экономии пластика. DIY должен быть скупердяйским, иначе проще готовое купить. Теперь берем ABS-сок и намазываем на стол. Вставляем карту, выбираем наш файл и запускаем печать. Взвесим все наши детали, так, чисто для статистики, чтобы понимать стоимость нашего шлема. Выходит вот столько. Заценим готовую деталь. Отверстия под шканты получились хорошо не везде. Эта грань лежала на столе, и отверстия заплыли. Поэтому я беру сверла, фрезы и подготавливаю и прочищаю отверстия под сборку. Вот эта деталь, например, треснула, но это поправимо. Склеим ее все тем же ABS-соком. А тут, кстати, все же были маленькие поддержки, придется зачищать. Теперь собираем. В отверстие вставляю канты из зубочисток. Беру ABS-сок. Это кусочки ABS, растворенные в ацетоне. И промазываю стыки соединения двух деталей. Соединяем. Такое соединение достаточно крепкое. Ну и сверху промазываю швы. Перед склейкой все детали нужно хорошенько обработать и зачистить. Не вижу смысла показывать каждую деталь, поэтому вот что получилось. Кажется, он получился немного великоват для меня. Ну да ладно. Ну а дальше шкурим, шпатлюем, грунтуем, красим. Все как обычно.
Не будем растягивать этот ролик. Об этом я расскажу в следующем ролике, когда будут готовы элементы брони. А вы пишите в комментах, хотели бы вы увидеть видос, как я моделю шлемак, или вообще то, что вам интересно. Да вообще любые вопросы задавайте, будем общаться. Лайк, коммент, подписка. До связи, крафтеры.